Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте! Неожиданности и сюрпризы августа. Таро расклад. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Цыганский пасьянс и карты Таро. Для тех, кому интересно, все же тут любые карты это как один из тысячи вариантов. Поэтому нужно быть реалистом. Безусловно, я об этом часто говорю. Но для кого интересно, я приглашаю на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Там есть и ссылка для перехода в плейлист с прогнозом на 2025 год. А также вы можете почитать разные статьи на моем сайте. Заходите, читайте, смотрите, кому любопытно или кто ищет ответы на свои вопросы. У каждого свои какие-то задачи. И это на самом деле так. Кто-то просто в ожидании, а для кого-то сейчас что-то важное решается. И мы никогда не знаем, откуда придет подсказка. Давайте будем смотреть. И я смотрю, понятно, озвучиваю значения. Но если я что-то пропустила, напишите мне. И мы с вами обсудим. Что же думают карты пасьянса, неожиданности и сюрпризы августа для стрельцов? Пусть будут сюрпризы. Приятные. И я не вижу в этих 5 картах совпадений. Так, идем дальше. Какое-то молниеносное известие вас может посетить. И это у нас первое значение, поэтому и где-то ближе к началу. Значит, ну, у каждого по-своему, но теоретически это может быть начало августа. У кого-то это может касаться работы или, может быть, и личной жизни, или какого-то союза, партнерских отношений, потому что рядом у нас кольцо. Или это важное решение, которое вы будете принимать по части союза какого-то. Любовь, мои дорогие. И верность, лебедь. А у вас, кстати, могут быть какие-то сомнения. Одновременно череп. Череп это то, что вот никуда это не приложишь. Это то, что нет, но есть в наших ощущениях. Где-то там мы можем переживать, получится, не получится. Или просто сомневаться. Что обо мне думают или как ко мне относятся. Давайте будем смотреть дальше. Правда, посмотрите, у кого-то очень важное решение по части вашего союза, именно личного. Вашей личной жизни. Молния. И выпадает подкова. Это семейное счастье карта. Или дела семейные. Какая-то новость, которая в вашей семье. Положительные карты, поскольку здесь выпадает у нас и любовь, и верность. Может быть, это сначала приходит известие, и вы какой-то период сомневаетесь. Но потом жизнь расставит все по местам. Потому что молния выпала, и вот этот череп, который, ну, ни к чему не переложишь, как бы, да. Все как бы заканчивается хорошо. Чего бы тут ни касался вопрос. Но, может быть, и, знаете, иногда мы нервничаем, переживаем по тому поводу, что что-то чувствуем добро, хорошее входит в нашу жизнь, и мы боимся, что это не состоится. В последний момент начинаем сомневаться. Так тоже бывает. Мы все разные. Вообще приятные карты у вас выпали. Мои дорогие стрельцы. Смотрю, что у нас еще совпало. Уже какой-то прочный союз, любовь, верность, семейное счастье. Буквально так трактуется в цыганском пасьянсе подкова. Но есть и какие-то молниеносные известия, есть и какие-то сомнения, переживания. Хотя так вот, если мы говорим наяву или то, что более конкретно, как раз нам какую-то более счастливую историю описывают карты. Тут больше сюрпризов, нежели каких-то неожиданностей. Хотя у каждого, безусловно, по-своему. Давайте мы раскроем или дополним значение картами Таро. Неожиданности для стрельцов.
3 карты достанем именно неожиданности. Что это может быть? Или как вы это можете воспринимать? С чем это может быть связано? Что же за неожиданности? У кого-то дорога отправиться куда-то или поменять работу, кстати. Или встретиться с тем человеком, когда вы планировали, может быть, встречу, а все там как-то не получалось. Вот здесь молниеносное известие, что лед тронулся, или какой-то новый вариант этой встречи. Может быть, прежде какие-то границы, барьеры, невозможность оформить визу, но здесь вот что-то вот для вас решится, вот вполне вероятно. Или это вы по работе, релокация офиса, или вы решаетесь перейти на другую работу. Безусловно, по 6 мечей вы можете решиться и начать учить что-то новое. У кого-то иностранный язык, к примеру, у кого-то язык программирования, у кого-то освоение новых навыков, когда в последующем вы можете словно уйти в свободное плавание или работать на самого себя. Если вы хотели об этом, мечтали, вот здесь какие-то подвижки могут быть. Вы можете на что-то решиться. Потому что, как-то либо информацию нужную получите, либо уже вы обладаете достаточными ресурсами для того, чтобы что-то начинать. И ведь это карта мужества. Нам говорят, у тебя получится, еще карта заслуженного успеха. Это самое главное значение. Но это не тот успех, который буквально в августе. Это то, что на последующий период. Какой-то этап нашей жизни нам еще предстоит пройти. Почему и мужество? Нас хватает как раз смелости идти вперед. И тогда победа абсолютно точно будет обеспечена. Пусть с нюансами. Не бывает все как какая-то бесконечная ровная такая стезя. Увы, бывают и ухабы. Или бывают, когда и свернуть где-то придется, а потом обратно вернуться, вырулить на основную дорогу. Жизнь, она самая разная бывает. Но нам чаще вот по этой карте говорят: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. А так и мужество, если мы на что-то настроены, абсолютно точно вот этот успех, он к вам придет. Я бы не сказала, что это неожиданности. Тут скорее это как сюрпризы, больше каких-то все равно бонусов, плюсов, либо от поездок. Могут быть и приезды каких-то людей к вам тоже. Но каким-то образом вам это может быть неожиданно, вот как с молнией, да, к вам кто-то приезжает. Но тогда вы какие-то согласования можете тут провести или, что-то для себя сделать доброе. Или общение будет приятным, мои дорогие стрельцы. Неожиданности. Правда, тут вы можете что-то решить. И все то, что я говорила. У кого-то личная жизнь, у кого-то работа, у кого-то вообще новое творчество, хобби. Или новое направление в плане обучения. Жезлы, туз жезлов, это могут еще в неожиданностях быть деньги, мои дорогие. Или решение согласования каких-то денежных вопросов. И денежное это тут может где-то соприкасаться и с имуществом, в конечном итоге все равно это финансы. Или это будет движимое, недвижимое, неважно. Но есть для кого-то из вас какой-то просчет по деньгам. Или это вот все вместе может означать новые способы заработка. Или дополнительную работу, дополнительный доход. Или вообще какую-то новую сферу деятельности. Потому что вот решение в первую очередь. Давайте мы еще спросим. Неожиданности. Правда, тут будь то отношения, будь то работа, будь то, наверное, любое дело, даже касаемо заработков. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Один из самых медленных рыцарей в колоде Таро, но все-таки он не стоит на месте, он едет. Поэтому если на развитие отношений нам говорят, быстро что-то не будет развиваться, да и ты не торопись. Если мы говорим о деле, о заработках, хорошие дела на успех не делаются. Тоже где-то будет касаться и документов, и о чем нам карта говорит. Внимание к деталям. Я не могу сказать, что тут что-то сваливается на голову. Буквально по этой карте. Скорее нет. Вот по тузу жезлов такое может быть. Как известие, новость или кстати, ваш собственный инсайт, решение. Внезапное. Может быть, оно для вас даже внезапное. Потому что обстоятельства так сложились. Вы выбираете как новый какой-то путь. Посмотрите, 2 передвижения. И у кого-то могут быть
поездки какие-то, или и ваши поездки, и к вам приезды, или и поездки, и какое-то, как по работе все-таки, или по тому месту, где вы зарабатываете деньги, тоже какие-то перемены. Может быть, это ваша новая стратегия, тактика, и об этом нам тоже говорят. Но добрая карта в том плане, что мы держим курс в будущее всегда по рыцарю Пентаклей, причем лет на 10-20. Так вот, для вас какой-то проект может быть начат, который будет достаточно надежным долгие годы. И это ведь мы смотрим на неожиданности. А здесь у вас была молния. Вот переложите эти значения, как это может проиграться для вас. И я не утверждаю, что по работе. Я могу предположить, что и по отношениям тоже такое может быть. У каждого в своей сфере жизни. Что-то стрельцы будут решать, это точно. Для себя именно в августе. Причем такое фундаментальное и основополагающее с учетом рыцаря Пентаклей. И он ведь большой реалист. Он себе не замылит глаза эмоциями, потому что он доверяет тому, что может где-то проверить или осязать. И вам переворачивается девятка кубков, карта денег и карта самодостаточности. Поэтому, может быть, сам по себе в неожиданностях, как бонусы какие-то деньги приходят. Или денежный вопрос решился. Или те деньги, которые вы уже ждали, гонорар, оплата по проделанной работе. Если задерживались, вы тоже можете получить. Или как новое ваше дело, личное дело, ваш личный бизнес, который, я тогда могу сказать, эти плоды финансовые будет приносить. Ну, не надо будет ждать где-то полгода, скорее уже в ближайшие месяцы увидите плоды труда своего. Хорошо, сюрпризы. Это то, что со знаком плюс. Умеренность. Это почти вот похоже как на карту мир, это карта баланса. Нет в этой карте каких-то внезапностей, поэтому по сюрпризам, но как бы все идет своим чередом. Это внутренний эмоциональный баланс, и это в наше время сложное, наверное, само по себе уже счастье. Когда мы четко понимаем, чем мы хотим заниматься, чем мы заниматься уже точно не будем. И мы так, знаете, прозорливы, внимательны. Если нужно что-то подождать, как документ, да, мы готовы подождать, ну, где-то не нервничать, что ой, там не получается. Нет, вот любой вопрос с какой-то душевной мудростью вы подходите. Поэтому, может быть, по сюрпризам, даже если какое-то дело, ну, может быть, в оформлении бумаг задерживается, вы воспримете это так, что, ну, значит, так тому и быть. А я бы еще сказала, все же сюрпризы именно в умеренности. Не торопитесь куда-то. Пусть не в этой колоде карт, а совершенно в другой, но именно аркан умеренности создавался на основе исторического факта. Я сейчас об этом не распространяюсь, иначе наше видео будет бесконечным. Но вам хочу сказать, нужно быть внимательным к деталям, подсказкам как будто извне. Тут могут быть не случайные случайности или какие-то совпадения, какие-то встречи. Это как... И аркан ведь у нас старший. И когда старшие арканы выпадают, это всегда как вселенная где-то или события извне влияют на нашу жизнь. Вот здесь они могут как сюрприз влиять, давая вам какие-то возможности. Но самое главное, тогда мы не должны долго раздумывать. Если что-то как инсайт или ваше какое-то решение, тогда нужно начинать. Или вам что-то предлагают, скорее нужно соглашаться. Иначе завтра не предложат. Или... Если мы говорим о старте нового дела, если мы его будем откладывать, то и думать, что нет, я лучше продумаю, я еще просчитаю, а вот на завтра уже не будет, ну, знаете, как фишек на небе, таких, которые вот именно в августе благоволят тому, чтобы вы что-то осуществили. Будьте внимательны, всему свое время. Сюрпризы. Закройте дверь в прошлое. Вот посмотрите, вот как мы начинание или как завершение по аркану умеренности, у каждого по-своему. Но самое главное, заканчивается какой-то период, и карты нам говорят, если вы буквально на что-то не решаетесь, тогда закройте в прошлое дверь. Вот здесь одно только значение. Нам показывают как раз человека, который вот обездвижен. И тогда у кого-то по вашему здоровью, может быть, как раз с учетом аркана умеренности,
какое-то либо улучшение, либо пусть это медленно, но на поправку. Я могу такое предположить. Или когда заканчивается вот этот период, когда мы что-то не могли предпринять. Вот как нам человек показан, обездвиженное тело. Не получалось что-то. А теперь вот нужно в какой-то новой концепции двигаться дальше. Самое главное не оглядываться назад и для себя самого или самой не добавлять каких-то шаблонов из прошлого или не добавлять мрака, мрачных мыслей, что «ой, у меня не получится». Все получится. Сюрпризы. Тут как раз само пространство выпадает, помогает. Почему говорю? Потому что ведь это в сюрпризах вам такое выпало. И правда, вот закрыть дверь в прошлое и, пожалуйста, нулевой аркан. Это всегда начало нового. Хаос перед началом творения, то есть еще творения нет, но вот какая-то турбулентность, может быть, неопределенность, много идей, как действовать непонятно, как поступить правильно, но тоже как бы невозможно просчитать. Вот такие внутренние какие-то душевные сомнения, искания, они могут вас посещать. Может быть, на кону стоит что-то очень важное. И тогда слушайте свою интуицию, безусловно, вам это помогает. Не наступите на горло собственной песни. Я имею в виду, если вы хотели осуществить какой-то проект. По аркану нулевому, да, с одной стороны, не рисковать, надеяться на себя, но и не отказываться от чего-то нового. Тут самое главное в дверь в прошлое закрыть, мои дорогие. Вот как будто сюрпризы у вас получается это сделать. Уйти окончательно от каких-то разочарований. Давайте я достану карту совет для стрельцов на август. Какая карта, какой совет? Первая победа всегда по этой карте нам говорят, но это когда совет один: не увеличивай дистанцию конфликта. И при этом не теряй своих каких-то принципиальных убеждений. Вот фокус-то как раз и в том, что нам нужно найти баланс, вот как вот в этой умеренности, две чаши, одна с водой, другая с огнем. Может быть и горит, с чем-то мы не согласны, а внешне какая-то обстановка не располагает или наоборот к чему-то располагает, или каким-то определенным путем мы должны действовать. Уравновесить себе где-то разум и сердце вам придется. Не увеличивать дистанцию конфликта с теми людьми, с которыми вам придется столкнуться. Может быть, это через личные отношения. Вселенная часто нам дает такие экзамены жизненные, когда если мы с кем-то не установили какой-то баланс во взаимоотношениях, нам будет предложено с этим человеком встретиться вновь. И тогда сложнее договариваться, если предыдущий период был конфликт. Вот примите во внимание вот этот момент. Вы не должны за счет как бы доброго отношения к вам отчасти прогнуться вот в своих принципах, как я сказала. Но и настаивать на своем то тоже нет. Мы можем парировать, мы можем одержать победу, но нам это не принесет никакого удовольствия, никакой пользы. Вот если мы про совет, именно такой совет. Давайте еще одну карту, как карта совет. Правильно расходуй деньги, правильно как-то, может быть, те или иные вопросы по части вашего имущества, недвижимости вам нужно будет согласовать. Где-то сберегай. Именно в этой колоде карт у нас крыски показаны. И крыса – это один из символов сохранения как раз. Она все скрупулезно где-то складывает, сохраняет свое добро. И вот где-то мы ведь рассматриваем как советы, вот вам тоже исключить возможность риска, с учетом тем более нулевого аркана, определенно стоит. Риска по финансам, риска своим положением, риска, может быть, отношениями, мои дорогие. Десятка пентаклей иногда говорит о нашем ближайшем окружении, о наших близких людях, где-то родственниках, или ваша недвижимость, может быть и так. Поэтому все на благополучие, на самосохранение. Может быть, и не стоит где-то доказывать даже в разрезе вашей семьи или ваших близких. А быть великим дипломатом – это будет хороший бонус. И, в принципе-то, ведь, понимаете, вот вам показали карты цыганского пасьянса, как раз какое-то очень благополучное разрешение тех или иных ситуаций, которые как раз касаться могут дома,
союза, семейного счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.